Добрый день, everybody! Эта неделя наполнила инфополе целой кучей интересных новостей. Все из-за того, что Sony провели свое шоу. Прошла выставка TGS, а также прошла крупная презентация новой колды Modern Warfare 2. Разумеется, это не все важное. Тем не менее, напомню, если у вас есть возможность, можно стать спонсором канала или на Патреоне за скромную плату. Также присоединяйтесь к нам в Telegram-канал. И последнее, но не менее важное, не забывайте нажать лайк. А если ты тут впервые, можно подписаться на канал. Ну и поехали разбираться! Эта неделя принесла игрокам очередные поводы для мемов и шуток. Так, Sony Interactive Entertainment на днях хайпанула новым сюжетным трейлером God of War Ragnarok. В нем было много динамичных кадров из геймплея и катсцен. Раскрыли новое царство, которое игроки смогут посетить по ходу истории. И в конце нам продемонстрировали короткий взгляд на эпичное сражение Кратоса против Тора. Вот что гласит синопсис. Отправляйтесь в эпическое и безжалостное путешествие, в котором Кратос и Атрей будут бороться за то, чтобы выстоять и не сдаться. Станьте свидетелями изменения динамики их отношений по мере того, как они будут готовиться к войне. Атрей жаждет знаний, которые помогут ему постичь пророчество Локи, а Кратос пытается освободиться от прошлого и стать отцом, в котором нуждается его сын. И все это время глаза Асгарда следят за каждым их шагом. Разработчики обещают мистическое приключение, живописные и опасные просторы, скандинавских богов в качестве противников и прежде невиданное испытание для спартанских навыков Кратоса. Говоря про мемы, публика уже окрестила схватку с Тором примерно такой, когда ты не поделил что-то с братом или когда спор с другом вышел из-под контроля. Но шутки в сторону. Sony анонсировала эксклюзивную и лимитированную версию геймпада DualSense в стиле игры. Двухцветный дизайн, сочетающий холодный синий с ледяным белым, был вдохновлен норвежским миром Мидгарда и украшен эмблемой медведя и волка, олицетворяющих Кратоса и Атрея. Продажи стартуют одновременно с игрой 9 ноября, а предварительные заказы на него начнут принимать с 27 сентября. В блоге PlayStation появилась заметка относительно новой системы лояльности PlayStation Stars. Итак, программа представляет собой набор коллекционных цифровых предметов, символизирующих платформу и отражающую любовь поклонников PlayStation к ее играм. Как ты понимаешь, никакого NFT и прочего мусора. Пока что все максимально прозрачно. Награды можно будет заработать исключительно в рамках программы лояльности за определенные действия, прохождение кампании игр, получение определенных достижений или завладение определенным продуктом. Они будут отличаться друг от друга по редкости, а собранные призы игрок сможет выставить на виртуальную витрину своего профиля и поделиться достижениями с друзьями. Изначально PlayStation Stars будет запущена в Азии, а потом в США и Европе. Шутер Deathloop появится на Xbox Series, но хорошая новость заключается даже не в этом. Игра прибудет туда уже 20 сентября и сразу же появится в подписке Game Pass, в том числе на ПК в облаке. Вместе с этим на всех платформах выйдет бесплатное обновление Golden Loop, которое добавит новое оружие, врагов, апгрейды, а также расширенную концовку и кроссплатформенный матчмейкинг. Появится новая способность Фуга, представляющая собой снаряд, который замедляет и сбивает с толку цель, ненадолго делая ее безвредной. И подвыпивший. Арсенал пополнится оружием. Энергетической винтовкой, стреляющей непрерывным лазерным лучом. Луч можно преломлять, направляя его на турель или камеру слежения, чтобы поражать врагов из труднодоступных мест. Оригинальная концовка будет расширена и появятся другие сюрпризы. Но вот какие, узнаем после релиза. Разработчики из Ironwood презентовали трейлер игры Pacific Drive для PS5 и ПК. Это симулятор выживания с видом от первого лица в сюрреалистичном и полном аномалий мире, где единственным компаньоном игрока станет его автомобиль. Между опасными путешествиями игрокам предстоит восстанавливать и модернизировать своего железного коня в заброшенном гараже, который служит базой. Pacific Drive также получит более 15 лицензированных песен. Выход Pacific Drive намечен на 2023 год.
Появился новый трейлер Hogwarts Legacy, посвященный эксклюзивному квесту для консолей PlayStation. Сразу задание, пройти которое смогут только игроки на PS4 и PS5, называется The Haunted Hogsmeade Shop и будет посвящено мадам Мейсон, желающей продать свой магазин в Хоксмиде. Хозяйке ужасно не повезло с последними несколькими арендаторами, и главный герой вызвался ей на помощь. Однако есть одна загвоздка – подземелье под магазином, окутанное некой зловещей тайной. Также игроки получат доступ к дополнительному подземелью, набору косметики лавочника, а также к внутриигровому магазину Хоксмида, позволяющему продавать предметы и снаряжение по более выгодным ценам. Кроме того, еще одним бонусом для консолей Sony станет рецепт зелья удачи Феликса Фелициса, предлагаемый за предзаказ любой версии игры. Сварив зелье в выручай-комнате, игроки смогут в течение одного игрового дня видеть на миникарте отметки всех сундуков со снаряжением. Идея сделать эксклюзивной часть контента, конечно, сомнительная, но зрада отменяется. Дело в том, что на других платформах эксклюзивный контент тоже появится. Sony сделала жест доброй воли и заключила с Warner Bros. Games соглашение на год. Правда, кому оно тогда будет нужно – большой вопрос. Также состоялся анонс Rise of the Ronin – новая экшен-РПГ в открытом мире от Sony Interactive Entertainment, Koei Tecmo и студии Team Ninja. События новой игры развернутся в Японии в конце 19 века под самое завершение 300-летнего периода Эдо, широко известного как Бакумацу. Страна переживает нелегкие времена, деспотичные правители, смертельные болезни и неутихающая гражданская война. Игрокам предстоит взять на себя роль Ронина, воина без хозяина со свободой воли, и отправиться в эпическое путешествие на заре новой вехи, чтобы остановить хаос, в котором оказалась страна из-за деспотичных правителей, смертельных болезней, западного влияния и гражданских войн. Авторы называют игру новым для себя опытом, в котором исторически вдохновленный мир будет сочетаться с экшеном. Разработчики обещают грандиозное и нестесненное путешествие по исторически вдохновленному миру, знаковую боевую систему с огнестрельным оружием, свободу действий и последствия принятых решений. Игра также предложит многослойную историю, где важную роль будет играть принятие собственных решений. Авторы считают проект своей самой амбициозной и сложной работой на сегодняшний день. Не поверите, это долгострой, его создание началось еще 7 лет назад, а релиз ожидается в 2024 году в качестве консольного эксклюзива PS5. Но не Ронином единым, так сказать. Все те же ниндзя провели презентацию хардкорной Wulong Fallen Dynasty. Игроков ждет путешествие в фэнтезийную версию феодального Китая, где сплелись воедино магия и реальная история. Разработчики показали редактор персонажей, а также провели демонстрацию боевки. Механика основана на азиатских принципах борьбы с применением героем специальных возможностей. Публика познакомится с мрачной вселенной, полной тайн и легенд эпохи Троецарствия. Игроков ждет встреча с монстрами и другими людьми в мультиплеере. Не поверите, но чтобы победить, придется найти собственный стиль и овладеть боевыми искусствами. Сама игра выйдет на PS4, PS5, Xbox One, Series и ПК в 2023 году. 23 октября 2012 года Forza Horizon познакомила миллионы игроков с гоночным фестивалем в Колорадо, и по мере приближения десятилетнего юбилея команда Playground Games будет делиться подробностями крупного обновления, которое станет доступно 11 октября. Нас ожидает свежая история Horizon, рассказывающая об истоках франшизы, возвращение полюбившейся многими музыки на новой радиостанции, а также зрелищный режим Midnight Battles. Кроме того, вслед за выходом апдейта последует 4 недели тематических мероприятий и испытаний в плейлистах фестиваля, освещающих предыдущие части, где мы переживем знаковые моменты серии.
Южнокорейская студия Shift Up представила сюжетный трейлер своего постапокалиптического экшена Project Eve, в котором раскрыла окончательное название и сроки выхода игры. Как стало известно, Project Eve называется Stellar Blade. Первое слово символизирует звезды, а клинок определяет существование главной героини. Куда ее заведет, это лезвие зависит от геймеров. По сюжету игрокам предстоит сразиться с неизвестными инопланетными захватчиками и вернуть человечеству контроль над Землей, павшей после мирового коллапса. В ходе приключения протагонистка посетит и поможет отстроить последнее пристанище людей на планете – город Сион. Однако решение по оказанию помощи будет зависеть исключительно от игрока. Разработчики обещают возможность помогать выжившим, боевую систему с отражениями ударов, отклонениями и уникальными умениями, а также требовательных боссов, механику прокачки и поддержку фич DualSense. Что касается сроков выхода, то Stellar Blade планируется к премьере в 2023 году, как консольный эксклюзив PS5, то есть ПК-версия тоже будет. Издателем проекта выступит сама Sony. Разработчики Resident Evil Village представили новые кадры DLC Shadows of Rose. Дополнение развернется спустя 16 лет после событий основной игры и, судя по всему, после финальных кадров Village, и сосредоточится на Роуз, повзрослевшей дочери Итана Уинтерса, которая проникает в разум Мегамицелия, чтобы избавиться от своих врожденных сил. DLC вернет игроков в замок Димитреску и добавит новую способность, позволяющую обездвиживать врагов. Аддон появится 28 октября в составе платного комплекта Winter's Expansion. Его можно будет приобрести отдельно, либо вместе с Gold Edition, а вот Resident Evil 4 Remake появится на PS4, подтвердила компания Capcom. На Xbox One ужастик решили не выпускать, как и Street Fighter 6. Кроме того, студия пообещала вернуться с новостями и, вероятно, геймплеем в октябре. Bandai Namco анонсировала Tekken 8. Нам показали фрагмент сражения между Дзином Кадзамой и его отцом Кадзуей Мисимой во время шторма с приближающимся к берегу гигантским танкером. Сцена была выбрана не случайно. Всех карт пока не раскрывают, но подтверждают, что противостояние двух героев будет в центре новой истории. Разработчики также подчеркивают, что это не пререндер, а кадры в реальном времени из сюжетного режима, записанные непосредственно на PS5 в 60 FPS. Показанное не создавалось специально для трейлера, но некоторые эффекты, диалоги, а также камера в настоящий момент дорабатываются и могут измениться к выходу. Файтинг создают с нуля на Unreal Engine 5, перейдя на него с Unreal Engine 4 прямо в процессе. Разработчики не используют модели и ассеты из предыдущих частей напрямую. Мордобой при этом выйдет не только на PS5, но также появится на Xbox Series и ПК в Steam. Дата выхода и прочие подробности пока не разглашаются. Издатель лишь отметил, что проект по-прежнему находится в разработке, поэтому фанатам придется еще немного подождать. Некоторым изданиям, таким как GameSpot, The Verge и Eurogamer, предоставилась возможность первыми в мире попробовать шлем виртуальной реальности PSVR 2, и пресса поделилась впечатлениями. Конечно, за чистую монету предварительные эмоции воспринимать нельзя, но в любом случае ознакомиться с материалом имеет смысл. Глобально они не рассказали ничего нового, поэтому интереснее впечатления от использования, и они ожидаемо очень позитивные. PSVR 2 впечатляет благодаря большому и качественному OLED-дисплею вместе с новыми контроллерами. Качество картинки намного лучше, чем в первой PSVR. У второго шлема Sony сейчас в принципе рекордные показатели для массового VR-устройства. Впрочем, как отмечают в The Verge, все равно остается небольшое ощущение пленки. Однако во время игры на подобное очень быстро перестаешь обращать внимание. СМИ дали попробовать 4 игры: Horizon Call of the Mountain, Resident Evil Village и Star Wars Tales from the Galaxy Edge. В случае с Village особенно интересно, поскольку эта игра уже вышла, однако в VR-формате она ощущается абсолютно иначе. Во время прохождения критики постоянно останавливались, чтобы просто посмотреть на окружение. Все выглядит очень впечатляюще. Horizon впечатляет похожим контрастом. Если вы думали, что длинношеи большие на консоли, то приготовьтесь быть шокированными.
геймплей на Call of the Mountain тоже обрадовало. Тут дают и покарабкаться, причем куда больше, чем могло показаться, и пострелять из лука. Боевые эпизоды хвалят особенно. Из неприятного то, что игры с первой версии шлема не будут запускаться на второй. Недостатком шлема также называют надобность проводного подключения к PS5. Да, это сделано через единственный тонкий и легкий USB Type-C провод, однако на фоне автономного шлема Quest 2 журналистам такой метод почему-то показался устаревшим. Впрочем, устройства выступают на абсолютно разные аудитории. Из интересного, в сам шлем встроены вибромоторы, которые также есть в DualSense и геймпадах шлема. В качестве примера их работы рассказали, например, что если рядом рой мух в Resident Evil Village, то у тебя буквально ощущение, что прямо перед тобой летают мухи. Обратная отдача очень сильно повышает градус погружения в происходящее. Выход PSVR 2 ожидается в начале 2023 года. Пользователь GTA Forums выложил в сеть архив с десятками роликов из ранней тестовой версии GTA 6. Правда, он оказался еще тем козлом и потребовал от Rockstar вознаграждения. Тем не менее, суть не в этом. Скриншоты и фрагменты видео начали активно распространяться по сети и, похоже, соответствуют ранее появлявшимся инсайдам, в которых говорилось, что игра будет вдохновлена историей грабителей Бонни и Клайда и развернется в современном Vice City, а протагонистами станут мужчина и женщина. Да и вообще сразу узнается фирменный почерк Rockstar. Видео показывать по понятным причинам мы не будем, но я вкратце расскажу содержание. В одном из слитых роликов героиня по имени Люсия грабит кафе вместе с подельником по имени Джейсон, захватывая заложников в духе криминального чтива, а в этот момент счетчик на экране показывает время до приезда полиции. В другом ролике показан разговор у бассейна между персонажем-мужчиной и парой деревенщин. Как отмечают пользователи, диалог выполнен вполне в духе Rockstar и качественно озвучен, поэтому очевидно, что перед нами не фейк. Отдельно стоит отметить, что это альфа-версия, поэтому многие элементы выглядят недоделанными. В утекших роликах также можно увидеть множество элементов в фирменном стиле Rockstar Games. Например, во время эпизода в стриптиз-клубе на экране появляется уведомление с текстом «What up?». Получено сообщение, что наводит на мысль о пародии на мессенджер WhatsApp. Интересно, что в старых слухах утверждалось, что GTA 6 находится в производстве с 2014 года и первоначально носила кодовое название Project Americas. Слитые видео как раз подписаны как Americas, а некоторые из них показывают версию, работающую на DevKit PS4, то есть этой сборке вполне может быть уже несколько лет. Автор утечки также говорит, что, возможно, сможет слить больше данных, включая исходный код, который он и слил, и тестовый билд 6-й GTA-шки. Всего в утечке файлов на почти 3,5 гигабайта. Что это стопроцентная инфа, также подтвердил и редактор Bloomberg Джейсон Шрайер. Он полагает, что слитые кадры настоящие, так как масштаб утечки слишком большой для фейка. Далее цитата. «Я подтвердил у источников из Rockstar, что масштабная утечка по GTA 6 в эти выходные действительно реальна. Это одна из крупнейших утечек в истории видеоигр и настоящий кошмар для Rockstar Games». Конец цитаты. Кроме того, видео подтверждают его раннюю информацию о двух главных героях и месте действия в Vice City. Также через несколько часов после утечки Take-Two начала массово блокировать видео с геймплеем 6-й GTA-шки на YouTube, что означает фактическое подтверждение утечки от компании. Что касается разбора геймплея, то мы сделаем отдельно видео на эту тему и поговорим детально про игру. Началась бета мультиплеера Call of Duty Modern Warfare 2, а также появилась куча инфы касательно Warzone 2 и мобильного аналога, режима DMZ и прочих нововведений. Мы уже поиграли и готовы поделиться мнением, потому что в игре много как плюсов, так и минусов. Короче говоря, есть за что поругать. Но это будет в отдельном видео. А сейчас пробежимся по всей основной инфе. В общем, обо всем по порядку. К работе над сиквелом подходили с мыслью
не испортить то, что работало раньше, но при этом внести некоторые свежие механики. В этот раз геймплей МВ2 будет подходить как рашерам, которые любят рашить Б, так и кемперам. Из главных новинок это чуть улучшенная система мувмента. Во время матчей в мультиплеере игроки могут плавать, цепляться и прятаться на уступах и маскироваться. Короче говоря, на краю здания или объекта можно повиснуть и продолжать вести огонь второстепенным оружием. Механики отмены подката не будет. Это очень критиковали в Warzone. В сетевой игре Warzone 2 добавили более удобный пространственный чат. Кроме того, на очень больших картах придется сражаться не только с другими игроками, но и с ИИ. Обещают сражения на воде и под водой, дополнительные геймплейные возможности, новые карты, режимы, нокаут, Prisoner Rescue, Invasion, которые доступны в бете. И вид от третьего лица, перекочевавший из Modern Warfare 2 2009 года, а не из Fortnite, как начали предполагать некоторые зумеры. Появился режим Invasion 32 на 32. Главная цель заключается в убийстве противника, но помимо игроков на карте будут и боты. В режиме Prisoner Rescue вам нужно вытащить заложника или не дать противнику вывести его. В другом тактическом режиме можно поднимать раненых товарищей и защищать сумку с добром. Также появятся рейды, режим, в котором игрокам придется действовать вместе и разбираться с головоломками. По словам создателей, он очень интенсивный, отличающийся от всего и веселый. На картах есть вода, вокруг которой выстроен глубокий геймплей. Речь о доработанной стрельбе, наземном и водном транспорте. Важную роль будет играть физика воды, ибо баллистика под водой будет отличаться. Можно плавать, нырять, использовать под водой пистолеты, а также сражаться на воде при помощи техники. Что касается карт для режимов 6 на 6, то они все так же имеют трехлинейный дизайн, но стали более простыми по сравнению с МВ-19, но в то же время более детализированными и со множеством возможностей обхода с фланга. Появится отвлекающая мина, из которой вылезает резиновая кукла солдата. Есть гаджет для DDoS-атак противников и различной электроники. Датчик сердцебиения возвращается, но использовать его постоянно не получится. Устройство обзаведется аккумулятором, который садится, и для его зарядки нужен кулдаун. Всего публике будет доступно 13 полевых апгрейдов. Систему кастомизации и прогрессии оружия кардинально обновили. Пушки стали реалистичнее. Не поверите, пуля теперь вылетает прямо из дула, а не откуда-то еще. Улучшенная механика получила лаконичное название Gunsmith 2.0. Главным изменением стало то, что один конкретный ствол можно превратить в другой тип оружия путем смены ствольной коробки – платформы. Таким образом, игроки смогут сделать из условного автоматического карабина М4 пистолет-пулемет, ДМР-винтовку или пулемет. Кроме этого, изменится способ прокачки и разблокировки модулей. Теперь на некоторых видах оружия они общие. То есть, открыв коллиматорный прицел на одном стволе, его можно сразу же использовать на другом. Некоторые модули будут доступны для определенного вида оружия, а некоторые для всех сразу. Это, вероятно, снизит уровень гринда и позволит больше творить, создавая совсем безумные сборки. К слову, протестировать оружие и обвесы дадут на специальном стрельбище. Спецоперации тоже возвращаются. Там будет прицел на 2 игроков, асимметричный геймплей, как в старые добрые времена. Один в воздухе, второй на земле. А теперь поговорим про Warzone 2.0. Battle Royale предложит на запуске огромную насыщенную карту Аль-Мазра, механики из МВ2, более дюжины уникальных видов транспорта и режим DMZ, который появится немного позже. В игре есть все оружие из МВ2. У проектов поддерживается кросс-прогрессия, как и раньше. На новой карте есть и открытое пространство, и городская застройка. ГУЛАГ, куда игроки попадают после смерти, тоже есть. Чтобы вернуться в матч, надо победить в бою 2 на 2. Впрочем, есть некоторые странности. Так, на релизе игрокам не будут доступны перки. Кроме того, после релиза Warzone 2 разработчики планируют добавить вид от третьего лица, с которым они пока экспериментируют, но это будет в отдельном режиме, по всей видимости. На самой карте будет доступно множество точек интереса, а также магазины, в которых можно будет купить экипировку, киллстрики, броню, апгрейды, воскрешение напарников и так далее. Кроме того, появятся крепости, которые обороняют ИИ-солдаты, охраняющие ценный лут. Также в Battle Royale появится множество видов техники, которых не было в оригинальной Warzone, включая лодки. Там есть разделение зоны на 3 круга, которые в конечном итоге сойдутся в один, что демонстрирует новую механику королевских битв.
битв. Насколько это будет практично, сказать сложно. Но это однозначно в корне изменит геймплей. Думаю, это сделано для того, чтобы не загонять всех выживших в один круг, создать больше интриги и иллюзии контроля. ГУЛАГ возвращается, но в доработанном виде. Вместо дуэлей теперь на арене сражения проходят в формате 2 на 2. Однако, как только враги будут ликвидированы, ваш союзник превратится во врага. Для облегчения матчмейкинга будут доступны и ИИ-бойцы. Кроме того, упоминается противостояние с неким надзирателем. По карте будут также расположены сундуки, которые респаунятся с каждым раундом. Другой лут будет разбросан логично. Скажем, аптечки можно будет найти в ванных комнатах внутри домов. У техники может заканчиваться бензин и порваться шины, а починка и пополнение запасов топлива будут доступны на заправках. Собственно, в ДМЗ задача – эвакуироваться с добытым снаряжением. Нескольким отрядам игроков предстоит сражаться друг с другом и враждебными ИИ-солдатами, чтобы добыть разведданные и эвакуироваться. Во время матча игрокам позволят выполнять различные испытания, а под конец сражения безопасная зона может разделиться на несколько кругов, которые могут объединяться и разделяться. Другие подробности о режиме появятся позже. Ну а мобильная королевская битва Call of Duty Warzone Mobile обзавелась первым трейлером и подробностями. Это не порт первой Warzone, а отдельная игра, разработанная с нуля. В матчах будет 120 игроков, оперативники и локации, так же как в оригинале. Прогресс и боевой пропуск будет общим между Warzone 2 и Modern Warfare 2, что в целом невероятно удобно. Мобильная Warzone порадует уникальными событиями и контентом. Картой Верданск на запуске, карта Аль-Мазра появится позже, и адаптированным управлением. Релиз ожидается в 2023 году на iOS и Android. Кроме того, авторы готовят оперативника Hiro Oni Watanabe для предзаказавших на PlayStation. Все это добро попытается охранять от разных мудаков античит Ricochet. Релиз Warzone 2.0 состоится 16 ноября одновременно с первым сезоном Modern Warfare 2 на всех ее целевых платформах, а сама Modern Warfare 2 выйдет 28 октября. Bandai Namco анонсировали научно-фантастический шутер от третьего лица Synduality. Игрокам отводится роль героя и его робота под управлением ИИ по имени Магус, исследующих антиутопический ландшафт 2222 года. Игра также предложит мультиплеерные режимы, в которых несколько людей смогут объединиться в отряд и отправиться на выполнение совместных заданий, или сойтись в поединке за возможность заполучить драгоценные припасы. За дизайн персонажей отвечает популярный японский художник Неко, тогда как механических существ нарисовал Иппей Гёбу. Продюсер Sword Art Online Fatal Bullet Ösuke Futami курирует разработку игры. Выход проекта запланирован на 2023 год для PS5, Xbox Series и ПК. Sony соизволила выпустить трейлер ПК-версии Uncharted Legacy of Thieves Collection, приуроченный к открытию предзаказов. Релиз, как и говорилось в утечке, состоится 19 октября. Порт сборника создавался в сотрудничестве со студией Iron Galaxy и предложит переработанный интерфейс, подробные графические настройки с возможностью контролировать загруженность GPU и видеопамяти, полностью переназначаемое управление, поддержку сверхшироких дисплеев и особенностей геймпада DualSense, а также возможность использовать технологию масштабирования изображения AMD Fidelity FX 2 для повышения FPS. Capcom объявила, что с 7 по 10 октября проведет закрытый бета-тест Street Fighter 6 на PS5, Xbox Series и ПК в Steam. Подать заявку на участие можно на официальном сайте. В бете игрокам будет доступен кроссплей и целый ряд режимов на выбор. Поиграть разрешат Зарю, Чунь-Ли, Люка, Джейми, Гайла, Кимберли, Джури и Кена. Вдобавок они выкатили целую серию трейлеров с демонстрацией режимов типа World Tour, Fighting Ground и Battle Hub, а также представлением новых комментаторов и персонажей. Sony продолжает недурно подсирать майкам так. На днях они официально поприветствовали решение британского управления по конкуренции в проведении расширенного расследования о сделке между Microsoft и Activision Blizzard. Команда PlayStation открыто выступила против Microsoft и отметила, что в случае одобрения сделка будет иметь серьезные негативные последствия для геймеров. Sony считает, что Microsoft не должна получить контроль над такими франшизами, как Call of Duty. Команда Джима Райана утверждает, что замена
вселенной Call of Duty не существует, и составить этой серии конкуренцию нельзя даже в случае выделения разработчикам новой потенциальной франшизы равноценных бюджетов. Продолжение Legend of Zelda получило название The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Новый тизер долгожданной игры для Switch показали на днях. Действие масштабной приключенческой игры развернется на обширных землях Хайрула и высоко в небесах. Разработчики приготовили множество нововведений и уникальных механик. Подробнее о них расскажут ближе к релизу. В тизере показали платформу, на которой Линк предположительно сможет передвигаться по воздуху, и подобие лифта, связывающего землю и небеса. Но придется запастись терпением. Дата релиза — 12 мая 2023 года. Глава Ubisoft Yves Guillemot прокомментировал рост цен на игры. Skull and Bones станет первым релизом компании для консолей текущего поколения, который будет продаваться по цене в $70. Ubisoft откладывала решение по данному вопросу, а теперь решила, что так больше нельзя. Как известно, у Ubisoft установка новых конвейеров подорожала. Теперь эти прекрасные игры от юбиков, которые они смеют называть AAA, будут стоить на минуточку аж $70. Правда, стоит отметить, что Assassin's Creed Mirage к таким не относится, ее будут продавать за $50. Какая же прекрасная новость! Нет. А уровень и качество подымут этих игр? Очень сильно сомневаюсь. На проведенном брифинге для прессы Ubisoft раскрыла ряд дополнительных деталей Assassin's Creed Mirage. Как и первые части серии, Assassin's Creed Mirage будет происходить в городском сеттинге. Как уже сотню раз говорилось, Багдад предложит 4 разных района, однако игроки смогут выбираться и за его пределы, посещая крепость Аламут, выступающую штабом незримых. Мир игры разрабатывается с учетом как паркурных маршрутов, так и скрытности, поэтому будет много ходов на крыше и укрытий. А новая, более детализированная система обнаружения сделает стелс-встречи более информативными. Ubisoft также говорит, что в игру вернутся некоторые классические приемы паркура, а темп свободного бега будет быстрее, чем в прошлых частях. Возвращение к классическому шаблону также означает полный отказ от ролевой структуры последних частей. Mirage описывается как более линейная игра с упором на сюжет. В ней будут участки с линейными цепочками миссий, а также сегменты с выбором из множества доступных заданий. Некоторые из таких квестов будут тем, что Ubisoft называет миссиями черного ящика, которые являются основными заданиями на убийство. Эти миссии предоставят возможность определить средства и путь к уничтожению целей. Но проект все-таки сохранит некоторые механики поздних частей и введет новые. Например, вернется Орел-компаньон, использование которого будет полезно для определения скрытных маршрутов, однако появятся враги-лучники, которые смогут сбивать птицу в воздухе. Басим также получит доступ к способности фокус-убийцы, которая будет замедлять время и позволит совершать несколько устранений одновременно. В сражениях он сможет использовать не только холодное оружие, но и другой арсенал, включая дротики, ловушки и мины. Также можно будет обрушивать на врагов строительные леса и совершать другие подобные контекстные убийства. На прохождение Миража у пользователей уйдет приблизительно 15-20 часов реального времени. В этом смысле игра будет радикально отличаться от Вальгаллы и Одиссеи, в которых можно было провести целую жизнь. Как объяснил продюсер Ubisoft, идея создания хаба Infinity позволит разработчикам экспериментировать и пробовать разные подходы к развитию серии. Игра может выйти в мае. Эту инфу заметили в электронных чеках, присылаемых пользователям за предварительный заказ игры. В сообщении указывается, что ориентировочно заказ будет доставлен 15 мая. Это не фактическая дата выпуска, но она может дать приблизительное представление о том, на какое окно в настоящее время запланирован выход проекта. Ubisoft также опровергла, что ремейк первой части в разработке, поэтому можно выдыхать. К слову, Ubisoft попытается сменить модель разработки. Если раньше на каждую Assassin's Creed уходило около 3 лет, то теперь будут более длительные циклы разработки, что должно улучшить процесс производства. Кроме того, компания увеличивает сроки между анонсом и выпуском, чтобы собирать отзывы и принимать их во внимание. Mirage станет последним релизом в серии для Xbox One и PlayStation 4. Начиная с Codename Red, игры будут создаваться только для консолей текущего поколения.
CDPR попробовали объяснить решение о прекращении поддержки Cyberpunk 2077 новым контентом на PS4 и Xbox One. Это связано с нежеланием идти на компромиссы при создании сюжетного расширения Phantom Liberty. Оно будет масштабным, и авторам требуется мощность новых консолей для реализации всего задуманного. А еще можно реализовать задуманное в комментах, обсудив там последние новости, поэтому приглашаю вас туда. Также будем рады видеть вас у нас в телеге и дискорде, ну и приглашаю подписаться на наш канал, жмите на лайк и колокольчик. До встречи на XGTV. Смотрите и играйте вместе с нами!